За последние несколько недель наша редакция получила более 2500 сообщений о вербовке в действующую армию студентов вузов, колледжей и техникумов, даже школьников. Некоторые агитаторы прямо отговаривают старшеклассников от поступления в институт и призывают заключить контракт с Минобороны. Мы готовим на основе присланных нам сообщений большое видео с обзором типичных тезисов и подхода к вербовке. Сегодня же обсудим 3 конкретных аудиозаписи, на публикацию которых нам дали согласие. И поговорим о том, как в некоторых учебных заведениях от устных уговоров подписать контракт переходит к принуждению. Только прежде чем начнем, напомню, в описании мы поместили ссылку на инструкции, как обойти блокировки в России, бесплатно в том числе. Регулярно их обновляем, добавляем новые способы, а спонсирует это дело компания MaxSwap. Она выпускает виртуальные криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться за границей, как обычными. Первая запись, которую мы послушаем сегодня, сделана студентом одного из университетов Воронежа. Голос на записи принадлежит декану факультета. Он распекает студентов за то, что те отказываются идти на контракт. Молодцы, надо сказать тут еще раз. Более того, декан угрожает студентам отчислением и отправкой на срочную службу. Не желающий. Я сделаю так, что ты пойдешь в срочную. Но только родители ваши уже приходят и начинают плакать здесь. Сергей Алексеевич, как это так? Дай. Я еще раз говорю, вы отучитесь, получите. Но как только вам вручу я диплом, вас сразу заберу. Вернее, не заберу, в армию призывают. Откуда у вас такое вот, я не хочу? Хотите по закону с вами? По-доброму, вам Россия, правительство платит сразу 2,5 миллиона. Учебка, срочная засчитывается, зарплата идет. За вас государство за многих платит деньги. Вы же на бюджете многие. Извините вот за эти эмоции. Меня просто вот бесит вот такое. Я не хочу ничего подписывать. Декан этот использует крайне распространенную манипуляцию. Угрожает студентам перспективой срочной службы, на которую парням придется уйти в случае отчисления из вуза или его окончания, когда завершится действие студенческой отсрочки. В качестве альтернативы декан предлагает заключить с армией контракт. Дескать, он и от отчисления даст иммунитет, и зачтется вместо отсрочки, и миллионы рублей еще получите. Когда ты вчерашний школьник, а на тебя давит и запугивает целый декан, эта ситуация, мягко говоря, неприятная. А тут еще и он предложение делает, которое с виду неплохо даже звучит. Но здесь надо трезво вникнуть и осмыслить, что же именно этот декан говорит. Итак, он угрожает студентам срочной службой. Давайте спокойно разберемся с этой угрозой. Сейчас самая главная опасность для солдата-срочника состоит в том, что его могут заставить подписать контракт. С помощью психологического и физического насилия, длительного лишения сна или назначения в бесконечные наряды, где даже по уставу больше 4 часов сна в сутки спать не положено. Командиры также могут из-под тишка подсунуть солдату контракт под, видом какой-нибудь ведомости на подпись. Или даже расписаться за него. Ну а пока судебная экспертиза признает такую подпись поддельной, солдат уже может и погибнуть на передовой, как это было в нашумевшей истории Никиты Молочковского и группы призывников с Сахалина. Все перечисленное — это события, которые могут произойти с призывником с некоторой степенью вероятности. Декан же предлагает стать контрактником самому, по собственной воле. Тогда вероятность остаться с бессрочным контрактом не 10 и не 20%, а все 100, если ты сам же его и подписал. Чем еще опасна срочная служба? Призывника могут отправить в приграничье. Это зона действия артиллерии, дронов и диверсионно-разведывательных групп противника. За 4 года войны в российской армии погибли уже сотни срочников. Но если студент подпишет контракт, его шанс оказаться под огнем увеличится. Причем чуть ли не в 1000 раз. Срочников на войне погибли сотни, а контрактников сотни тысяч. В российской армии срочники страдают от разных форм неуставных отношений. И это, к сожалению, обыденное явление. Но разве агитаторы за контракт предлагают какую-то лучшую альтернативу? Нет. С какой стати на линии фронта должно быть меньше неуставщины, чем в казарме? Ведь на передовой нет ни военной прокуратуры, ни адвокатов, ни комитета солдатских матерей. Там всякое увечье и смерть солдата — это не ЧП, которое командованию
части придется скрывать или объяснять как-то. Это каждодневная рутина. Фронтовому командиру, у которого подчиненные гибнут быстрее, чем он успевает запомнить их фамилии и позывные, у него нет разницы, солдатам больше или солдатам меньше. Как говорится, война все спишет. Если командир посчитает нужным, он подчиненного и сам прихлопнет. А далее, в зависимости от его, как там говорят, порядочности, хотя я не знаю, сколько это тут уместно, ну так вот, в зависимости от этого вот, он запишет убитого либо как павшего смертью храбрых, либо как самовольно оставившего часть, лишив его семью выплат. Навязываемый выбор между срочной и контрактной службой – это как выбор между прыжком с 3-го и 33-го этажа. Конечно, лучше вообще не прыгать, и избегать этого следует любыми доступными способами. Собирать медицинские справки, добиваться права на альтернативную гражданскую службу, прятаться, уезжать. Делать все, чтобы не оказаться в российской армии ни в каком качестве. Ни срочником, ни контрактником, ни резервистом, ни так называемым добровольцем. Ни кем бы то ни было еще. Но в ситуации, когда вас приперли к стенке, мол, подписывай контракт, иначе отправим в срочники, в такой ситуации нельзя дать себя запугать. Нужно ясно понимать, угроза эта абсурдна априори. Больший риск не может быть предпочтительнее, чем меньший. Напомним главное. Срочная служба в российской армии длится 1 год. Она предполагает возвращение через этот 1 год домой. Не все, но большинство с нее таки возвращаются и живут дальше. А вот контрактная служба сейчас продолжается бессрочно. Возврат с нее не предполагается. Согласно 647-му указу Верховного Главнокомандующего Путина, нельзя прекратить свой контракт. С того момента, как в армейском контракте поставлена подпись, никакой дороги назад не остается. Живым и не инвалидом оттуда не вернуться. Кто бы что ни обещал, хоть на словах, хоть на агитационном плакате, хоть в 10 разных приложениях к стандартному контракту. Но в сравнении с указом Верховного Главнокомандующего все они юридически ничтожны. Указ президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Юридический период мобилизации все еще продолжается. Он может быть окончен только новым указом Путина, которого не было и не предвидится. Со всей страны нам поступают сообщения, что вузы намеренно усложняют процедуру пересдачи зачетов и экзаменов. А то и делают пересдачу де-факто невозможной. Институты и университеты задним числом вводят новые правила, обрубают возможность закрыть академические задолженности. Все для того, чтобы перед студентом встала реальная угроза стать призывником. Чтобы потом, пока он в состоянии стресса, продать ему контракт как этакий спас-жилет. Но это не спас-жилет, это гиря, которая гарантированно утянет на дно. В Саратове в один из вузов зачастили представители 12-го главного управления Минобороны. Они рекламировали службу в войсках беспилотных систем, к которым 12-е управление никакого отношения не имеет. Оно занимается хранением и обслуживанием ядерных арсеналов вообще. Но помимо беспилотных войск, агитаторы рассказывают о преимуществах службы у себя. Якобы можно заключить контракт и попасть именно в 12-е управление. Да еще и самому выбрать место несения службы. Офицеры, можно сказать, проявили креатив. Вышли за рамки стандартной методички про якобы гарантированную должность дроновода и распространили псевдогарантии еще и на свою структуру. Разумеется, обещания эти только на словах. Это псевдогарантии. Военную службу по контракту. И в зависимости от того, куда вы пойдете, какое вы выбрали решение примете, соответственно, везде условия абсолютно разные. Разные условия, разные уровни комфортности, возможностей и прочих привилегий. Начнем с того, что в соединении 12-го главного управления находится довольно-таки очень много по всей территории Российской Федерации. Это дает возможность выбрать любую точку географии, где вам захочется жить. То есть в зависимости от нравится Дальний Восток, можете на Дальнем Востоке служить и жить там. И так в любой точке земного шара. Соответственно, одно из соединений 12-го главного управления находится здесь, на территории города Саратова, территории города Энгельса. Что дает возможность вам рассмотреть данный вариант как альтернативу вместо службы по призыву, заработать хорошие деньги, получить выплату разовую. При этом есть возможность и перспектива получать дальше образование,
Вот. И нет нужды куда-либо ездить, бросать семью. Вы рядом, вы себя обеспечиваете, вы независимы, вы ничего не теряете. В стенах вуза офицеры несли ахинею как с юридической, так и с обывательской точки зрения. Лгали и понимали, что лгут. Даже в условиях мирного времени военному нужны удача и связи, чтобы служить именно там, где он хочет. Да, его желания могут учесть, но не обязаны. И даже попав в нужную часть, военнослужащий никак не застрахован от перевода в другую. И вообще может за время службы здорово помотаться по стране. Это и без войны так. А на войне мнения даже спрашивать не станут. Всякого подписавшего контракт с наибольшей вероятностью пошлют туда, где он больше всего нужен. То есть в подразделение, несущее наиболее высокие потери. Ведь их необходимо постоянно восполнять. И очень вряд ли такое подразделение отвечает за тыловую базу хранения ядерного оружия. За назначение на должность в глубоком тылу многие бойцы сами бы заплатили круглую сумму. Это совсем не то место, куда нужно прям специально заманивать, соблазняя миллионами рублей. Армейский офицер прекрасно понимает логику гражданского человека, но далеко не всякий гражданский понимает, в какой парадигме функционирует армия. Поэтому, чтобы завлечь людей на фронт, агитаторы манипулируют. Презентуют профессию военнослужащего как работу наемного сотрудника, который может соглашаться или не соглашаться на новую должность, имеет очерченный круг обязанностей, обладает правом заявить начальнику, мол, эта работа вне моей специализации, и я ее делать не буду. Строго говоря, даже в мирных профессиях такие правила далеко не всегда соблюдаются. Но там они хотя бы есть. Плюс соискатель и работодатель могут составить трудовой договор так, как считают нужным, прописать там любые дополнительные условия по своему усмотрению. И студенты живут именно в этом мире. Вуз тот не готовит военных юристов ведь. Но военный не тот человек, который на свободном рынке занимается продажей своего труда. У него особый правовой статус. Он не работает по договору, он несет службу, которая регламентирована уставами и федеральным законодательством. Даже типовая форма контракта с Минобороны установлена федеральным законом. К слову, насчет всяких приложений к контракту, которые якобы вводят особые условия службы, никаких законов нет. По большому счету, это вообще бумага неустановленного образца, которую смело можно выкинуть. Военнослужащие существуют в отдельном мире, где нет договоров и договоренностей, а есть приказы и приказания. По российским законам, военный не выполняет приказ лишь в двух случаях. Если ему приказывают совершить преступление, или приказывают сделать что-то, что не имеет никакого отношения к воинской службе. Например, пойти на рынок семечками торговать или построить кому-нибудь дачу. Хотя на практике и такие приказы выполняются еще как. Во всех остальных случаях, согласно законодательству, приказ командира выполняется беспрекословно, точно и в срок. Обсуждение или критика приказа запрещены, а невыполнение приказа – уголовное преступление. Всякий военнослужащий, не согласный с приказом, сначала его выполняет и только потом может его обжаловать. Если человеку в статусе военнослужащего приказывают убыть на передний край, взять в руки автомат и штурмовать лесопосадку, он может ответить либо «есть», либо «так точно». Других вариантов не предусмотрено. Какие-то устные или даже письменные обещания не направлять его в пехотный штурм тут никакой роли не играют. В военных уставах и федеральных законах о подобных обещаниях ничего не написано. Как и о каких-то там приложениях к контракту. И дроновод, и служащий тылового склада в 12-м управлении Минобороны, и любой другой военный по приказу командира сначала идет в атаку с автоматом наперевес, и только потом, если вдруг выживет, он может среди лесопосадок и сожженных сел поискать военную прокуратуру, командование округа, уполномоченного по правам человека или администрацию президента, чтобы обжаловать полученный приказ, сославшись на то, что до подписания контракта ему что-то кто-то пообещал. В общем, нельзя вестись на агитацию, тем более, когда военную службу рекламируют в каких-то гражданских понятиях и терминах. Они там не работают. Среди всех вузов, где идет вербовка студентов, особенно часто в новостях, да и в комментариях под моими видео упоминается один из университетов Ростова-на-Дону. И нам прислали 26-минутную запись вербовки, которую приводит один из тамошних военруков. В таких выражениях он, например, требует от аудитории не отвлекаться и внимательно слушать. Вот посмотрите. Плюс, помимо этого, существует в войсках беспилотных систем понятие как технари.
Так, не пиздеть, пока я говорю, блядь. Вытащи из уха, какая-то хуйня тебя там застряла. Вытащи из уха, говорю. Ты думаешь, не видно, что ли? Однако при этом военрук старается не столько надавить на студентов, сколько подкупить. Почти все выступление сведено к нескончаемому списку денежных выплат, бонусов и льгот, которые, дескать, прям обрушатся на студента, стоит ему только подписать контракт. Вплоть до возможности отдохнуть в санатории в Петропавловске-Камчатском всего за 8 тысяч рублей. Если ты живешь до конца войны, это я уже добавляю от себя. Военрук даже нашел применение 3000 рублей в год, которые потенциальный участник войны, имеющий подержанную «Ладу», сэкономит на дорожном налоге. Так это, понятно, что вот сколько там, 3 рубля, на, отдам. Но все равно можно было 3 рубля любимую девушку взять куда-то пойти и там, цветов купить, например, перед сексом. Военрук, как и почти все по всей стране, обещает студентам, служба продлится 1 год и пройдет строго в войсках беспилотных систем. А там, мол, пока вы получите униформу и все документы, пока пройдете обучение и сходите в отпуск, уже и треть службы пролетит, останется 8 месяцев. Дескать, война раньше закончится. Победу для Путина добудет, кто бы вы думали, Дональд Трамп. Сейчас будет фрагмент аудиозаписи, чуть больше минуты, послушайте. Того остается 8 месяцев. Из этих 8 месяцев, как вы думаете, война у нас надолго затянется? Вот сейчас уже, когда американцам не до этого, они сами пиздюлей получают где-то на берегах теплых морей. Читали новости, что уже там Иранов стрелял их не авианосец? Читали, да, смотрели? Ну, вот теперь вопрос. Как вы думаете, сейчас Америка будет поставлять деньги Украине? Нет, у них своя теперь война. И им это важнее поставлять и вооружение, и технику туда, где им пиздюлей дают, а не там, где какой-то пафос. У Европы осталось оружие? Нет, не осталось оружия, реально. Это приводит к чему? Просто к капитуляции, к обычной капитуляции. Пафоса у них много, денег у них нет, вооружение у них закончилось. Из чего стреляли? Это стреляли с американского вооружения. Все. Тем более президент Америки сейчас давит на то, чтобы заключили мир. Вот по предварительной информации, как бы, что военные анализируют это все, что это все закончится ориентировочно в июле месяце. Это закончится договором о заключении мира с выполнением требований, объявленных президентом. На моем канале есть ролик, посвященный прошлой агитационной кампании, когда россиян зазывали на контракт под предлогом скорого окончания боевых действий. Мол, победа близко, успей запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и получить свои миллионы. Дескать, выплата придет, а повоевать даже не успеешь. Эту риторику использовали и официальные органы власти, и частные рекрутинговые агентства. Последние очень любили рисовать на плакатах как раз Дональда Трампа. Тот ролик мы выложили на канал в марте 25-го. Прошел год. Из тех, кто успел запрыгнуть в вагон, десятки тысяч уже убиты, покалечены, пропали без вести. Кто еще воюет, те прямо сейчас на себе узнают, что годичный контракт таковым не является. Домой по истечении срока никого не отпускают. В конце логично задаться вопросом, а среди всех обещаний от агитаторов есть ли хоть какие-то правдивые, которые будут исполнены здесь и сейчас, а не может быть когда-нибудь потом, после войны, вроде отдыха в санатории на Камчатке. Обратимся к плакату, вывешенному в московском вузе, МГТУ имени Баумана. Крупным шрифтом выделена сумма 5 миллионов 420 тысяч рублей. Она манипулятивна. Чтобы эту сумму получить, нужно целый год оставаться в живых и все это время исправно получать денежное довольствие. С чем часто бывают проблемы. Зато шрифтом помельче указаны другие числа. 1 900 000 и 400 000 рублей. Это единовременные денежные выплаты от правительства Москвы и Минобороны. Так вот, 2 300 000 – вот каково гарантированное вознаграждение московскому студенту, решившему продать свою жизнь. Столько сейчас стоит один современный седан. Эта единовременная выплата, как правило, поступает новому контрактнику исправно и без проволочек. Однако даже эти деньги не останутся ни у контрактника, ни у его семьи. Потому что уйдут они на экипировку, средства связи, генераторы, на тот же автотранспорт, только не для личного пользования, а для подразделения. Майкл Наки недавно обнародовал один занятный факт. У Владимира Соловьева в его вечерней программе вдруг случился приступ откровенности.
Он решил рассказать, сколько своих личных денег тратит боевой расчет на одну лишь связь. По его словам, комплект для приема и передачи сигнала стоит более 200 тысяч. Абонентская плата более 50 тысяч ежемесячно. Поэтому спутниковый интернет идет через «Газпром», там Ростелеком, Триколор. Молодцы, вопросов нет. Но только стоимость комплекта начинали было под 100 тысяч, сейчас глубоко за 200. Тарифы хоть называются безлимит, но только есть ограничения. Когда выкачиваешь 120, скорость падает, 80 еще падает. Поэтому им хватает, на самом деле, на то, чтобы работать на 2,5 дня, а потом надо своих денег. И получается, что расчет с интернетом тратит в месяц около 50 тысяч рублей, а в батальоне только таких расчетов 4-5 штук. Фрагмент этот успели увидеть только жители Дальнего Востока. В других частях страны Соловьева решили оперативно обрезать. А то он очень не кстати вышел в эфир со своей откровенностью. Тут студентов надо заманивать под предлогом получения больших денег и отправки в высокотехнологичные войска, где на средствах связи завязано все. Но оказывается, что продавший свою жизнь за деньги останется и без жизни, и без денег. До завтра.